почему вся Испания осталась без электроэнергии 28 апреля 2025 года. У меня есть 8 минут, чтобы рассказать вам про этот блэкаут по версии Энерголикбез. Итак, поехали. 28 апреля. Испания. Пиренейский полуостров. Ничего не предвещало плохого, как в 12:32 отключается какой-то первый объект в энергосистеме, и через 5 секунд энергосистема теряет половину всей своей генерации. Это затронуло 60 миллионов человек. Остановились поезда, метрополитен, также весь транспорт, все объекты торговли, благо в больницах были резервные генераторы, они есть везде в мире, и больницы продолжали лечить пациентов. Но люди в Испании оказались в таком полном вакууме, потому что не работала связь, не работал транспорт, и соцсети начали наполняться самыми безумными версиями. Первая версия, которая была вброшена, причем даже более-менее официальными источниками, это некое природное явление, которое повлияло на работу электросетей. В них началась некая разбалансировка мощности и, соответственно, рассинхронизация электростанций. Все эксперты энергетики, связанные с энергосистемой, с улыбкой немножко воспринимают эту версию, потому что, это обычно версия, извиняюсь, от пресс-службы, которая не знает, о чем написать, но что-то писать надо. Когда технические службы молчат, потому что они в первые минуты, в первые часы сами еще не знают, что произошло. Потому что на уровне управления энергосистемой, когда у вас отключается объект, вы его причину не знаете и не узнаете очень быстро. Поверьте мне, я 20 лет отработал в энергосистеме, 10 из которых в оперативном управлении энергосистемой. Знаю, о чем говорю. Сами испанцы только через неделю разберутся, что же реально произошло, и восстановят цепь событий. Через месяц в лучшем случае подготовят технический отчет. А пока мы дальше будем расследовать версии. Вторая версия – кибератака. Конечно, в таких условиях современного мира и информатизации версию такую надо всегда рассматривать. Но тем не менее к 16 часам ее уже отмели, потому что не были зафиксированы никакие кибератаки ни на объекты инфраструктуры, такие как электростанции или подстанции. Все было хорошо. Значит, природный фактор – это такая первая версия, кибератака вторая. Тем не менее, к концу дня уже выдавалась более-менее официальная версия такая. На юго-западе Испании одна за другой отключились крупные электростанции традиционного уклада. То есть это газовые, либо гидро. Но гидро я не беру в расчет, скорее всего это газовая генерация. И дальше в течение 3,5 секунд отключилась значительная часть всей остальной генерации. И вот это самый важный момент для понимания. Это критическая отправная точка. И мне не хватало только данных узнать, какой тип генерации отключился в большем объеме. Кто больше всего оставил энергосистему Испании без мощности энергии. И вот когда я узнал это, мне в голове, в моем инженерном понимании, все стало на полочке. Итак, оказывается, из 15 гигаватт отключенных, 10 гигаватт это солнечная энергетика. Пока не спешите ее шельмовать, давайте разберемся четко. Смотрите, отключаются первыми крупные электростанции. И на этом можно было бы ограничиться. Если бы отключились две крупные электростанции, даже с мощностью 3,5-4 гигаватта, в энергосистеме с установленной мощностью 129 гигаватт, это энергосистема Испании, но на момент 28 апреля в энергосистеме всего лишь было 26, даже вот эта мощность, составляющая, примерно 7-8% энергосистемы, не повлияло бы на ее раскачивание и сваливание в блэкаут. Но это произошло и очень быстро, и за доли секунд. Отключается, значит, в этом юго-западном регионе, пока не названные вслух, две электростанции, одна за другой. Вполне возможно, это реальные технические какие-то проблемы. Какое-нибудь замыкание, какое-нибудь несогласованное действие защит, и два рядом стоящих объекта даже на расстоянии 100 километров отключаются. В этом регионе начинает критически снижаться частота. Именно в регионе, подчеркиваю, не во всей стране, не во всей энергосистеме. И начинают работать защиты, которые пытаются спасти эту частоту. Потому что вывалилась генерация, а потребление осталось прежним, и остальным генераторам тяжело работать. И начинает снижаться частота. Пытается начинаться снижаться, как-то так. Сразу работают две автоматики. Одна из автоматик пытается спасать генерацию, делит ее, отключая. Другая автоматика
тоже пытается спасать генерацию, отключает потребителей. Они работают в связке, и как они работают, и как они настроены, знает только системный оператор этой страны. Подчеркиваю, ни один эксперт, ни я, ни проработавший 100 лет в системном операторе любой другой страны не скажет вам. Потому что в каждой стране системная противоаварийная автоматика бывает уникальная для каждой страны. Есть объекты, для которых она настраивается индивидуально. И мы можем только гадать. Мы не можем знать, как настроены те же системы ликвидации синхронного хода, автоматическая частотная разгрузка, сколько очередей там предусмотрено, какие потребители подключены. Мы можем только вот пока догадываться. Но давайте разберемся дальше. Отключились две электростанции, снижается частота, работает автоматика. И тут за 3 секунды выпадает 10 гигаватт солнечной генерации. А почему она выпадает? Потому что солнечная генерация на выходе имеет инверторы. То есть сразу же создается постоянный ток, потом из него делается переменный. А вот эти инверторы — это самая коварная штука, которая зачастую ведомая сетью. То есть сеть задает частоту для этих инверторов, а они уже просто подстраиваются и выдают мощность. Каким образом? Повышая напряжение, и чтобы энергия с этих солнечных электростанций перетекала в энергосистему. Очень грубо, очень образно поясняю. И вот эти солнечные электростанции в самый тяжелый момент для энергосистемы, когда частота у нее начинает снижаться, говорят: на этом наши компетенции все, мы отключаемся, спасибо, до свидания. Было очень приятно с вами иметь дело. К сожалению, это вот тот кризис возобновляемой энергетики, а именно солнечной генерации, о котором я говорил лет 10-12 назад. Когда достигнет уровень в энергосистеме примерно 20%, устойчивость ее уже будет не такая, как хотелось бы. И эти солнечные генерации, они дают энергию, дешевую энергию. В краткосрочной перспективе, потому что они тоже изнашиваются и так далее. Но они не дают важного. Они не дают такой системной услуги, как надежность. Если их строить совместно с накопителями, да, в паре с накопителями они дают большую надежность, чем без них. Теперь мы понимаем, что на примере Испании всем другим надо задуматься и пересмотреть всю структуру своей генерации. У кого солнечная, возобновляемая, вся ветряная энергетика занимает большую часть, этим странам нужно сейчас сесть и пересмотреть все свои критерии устойчивости и безопасности работы энергосистемы. Так вот, чтобы понимать, как устроена энергосистема и как это произошло, нужно знать, что все произошло на верхнем уровне энергосистемы. Там, где генерация и передача между крупными электростанциями больших потоков энергии. Я сделал огромное видео с 3D-проекциями, как выглядит энергосистема, как в 3D-матрица, что верхний слой, средний и нижний. Видео есть в подсказке в описании, и вы можете посмотреть, как устроена энергосистема любой страны. Также вышло у меня видео, раскрыло аферу распределенной генерации. Нет, я ее не шельмую, нет, я не говорю, что это плохо. Я просто говорю как есть. Я просто раскладываю по фактам. Многие заблуждаются, что микрогенерация, то есть солнечные панели на домах, могут создать тоже энергосистему. Вот в том видео я рассказал, что микрогенерация систему создать не может в принципе. И в Испании, когда отключились вот эти крупные источники, солнечные панели на домах максимум, что могут обеспечить, это электроснабжение самих домов. Вот эта панель этого дома. Они даже в пределах одной деревни, одной коммуны, одного города не смогут создать систему. Они не диспетчеризуются. Никто ими не управляет на таком уровне. И даже если бы нашелся тот, кто может ими управлять, он бы не смог. Потому что это настолько хаотичная, настолько лоскутная генерация, что ей управлять практически невозможно. Какие есть выходы для обычного рядового человека в случае такого блэкаута? Конечно, собственная генерация дома, которая спасет только тебя, максимум соседа, если человек поделится с ним энергией. И буквально за 2 дня до испанского блэкаута у меня на канале выходит видео, как подключить дом от электромобиля. Я показываю, как можно прям неделями дому быть запитанным электромобилем. Через 2 дня происходит испанский блэкаут. Естественно, как он только произошел, меня в комментариях сразу обваливают шквал. Так это ты устроил в Испании, договорился, чтобы это произошло, чтобы твое видео лучше раскрутилось. Ребята, честно говорю, это не я. Испанию я не трогал, они сами. Тем не менее, посмотрев мое видео, испанцы бы, вот если бы они его посмотрели за 2 дня до блэкаута,
они бы понимали, что если у него во дворе электромобиль, он может весь свой дом, даже не имея солнечных панелей, запитать и эти сутки спокойно быть с энергией. Но там есть нюанс, очень серьезный нюанс по безопасности. Поэтому тоже видео в подсказке в описании. Я специально подготовил для всех таких случаев в блэкаутах подборку своих видео, как запитать дом от генератора, от электромобиля, сможет ли распределенная генерация потянуть во время блэкаута целый поселок, а также как устроена энергосистема на каждом из ее уровней и как происходит диспетчеризация. Подборку всех этих видео я дам ссылочками в описании к этому своему разбору. Вывод, который вы должны сделать, посмотрев это видео. Экономисты — это хорошо, солнечные панели — это хорошо, отбор мощностей по низкой стоимости генерации — это хорошо. Но когда происходит один такой момент, все эти «хорошо» один раз и навсегда перечеркиваются. Поэтому всем управленцам я рекомендую слушать инженеров, инженерные расчеты, брать во внимание, когда стоит на кону строительство очередной ЛЭП, очередной узловой подстанции или каких-то дополнительных накопительных мощностей. Не просто так инженеры это предлагают. Они же предвидят эти ситуации. Лучше их предусмотреть и потом не иметь таких блэкаутов. Со своей стороны я отдам должное испанским энергетикам. Ребята за сутки вернули энергосистему. Но и сразу же скажу, почему это произошло так быстро. По факту не было никаких разрушающих воздействий крупных, то есть не взрывались там подстанции, электростанции. Произошел сбой на крупных электростанциях, а потом отвал большого количества генераций просто так. То есть она не повредилась, она не вышла из строя. Она просто подняла лапки кверху и сказала: я здесь больше не играю. Поэтому энергетики Испании постепенно, шаг за шагом, начали нанизывать генерацию, потом нанизывать потребителей, как бусинки. И это, кстати, у меня рассказано в видео, как синхронизируются электростанции. Также это будет видео в подсказке и в описании. Вот. И в течение суток они нанизали эти бусинки, сразу генерацию, потом потребителей, и восстановили работу энергосистемы. Если бы были разрушения, какие-то повреждения ЛЭП или повреждения электростанций, узловых подстанций, так быстро не получилось бы. Тем не менее, респект ребятам, желаю, чтобы меньше происходило такого, желаю, чтобы у вас всех в доме всегда была электроэнергия, вы жили в мире и согласии, и обязательно посмотрите весь список видео, который я подготовил по этой теме, связанный с автономным питанием, блэкаутами, бесперебойными источниками, электромобилями в качестве источников питания и всем этим, что может спасти вам жизнь и жизнь вашему дому. Оставайтесь на положительной волне. С вами был Мальков Александр. Увидимся.